На нашей земле существует огромное количество кладбищ, где люди хоронили своих усопших родственников, друзей или врагов. Они, в зависимости от верований и финансовых возможностей, могли просто закопать покойника в землю и поставить сверху тот религиозный символ, который соответствует этой группе людей или народу. А могли сделать красивый склеп, чтобы родственники усопшего могли в комфортной обстановке посидеть и погоревать. Еще дальше пошли властители мира сего. Они сразу строили собор, куда складывали останки всех своих родственников. К примеру, первый в мире готический собор базилика Сен-Дени, где покоятся останки французских монархов. В принципе, это тот же склеп, только построенный с запасом, чтобы на всех хватило. Особенно если ярусы в высоту сделать. Но что-то подсказывает, что такая конструкция была выбрана не для складирования останков усопших. Их очень много. Вспомним про Архангельский собор Кремля, где хранятся останки великих и удельных князей, а также первых русских царей русского государства. Причем, как в случае с французским собором-склепом, так и в этом случае останки лежат в гранитных саркофагах, сделанных из цельного куска. При этом мастера-каменотесы своим медным зубилом смогли добиться идеально прямоугольных внутренних углов саркофага. Это во Франции, а это в Архангельском соборе, или Петропавловский собор в Петербурге. Такой милый склепик, который, как говорят историки, изначально строили для складирования останков высочайших персон. Нет, конечно, никто не спорит, что складывали. Но стилистика здания и некоторые элементы, вроде высоченной колокольни, вызывают смутные сомнения. Здесь же трупы лежат, зачем звонить в колокол? Ведь никто уже не встанет. Ну ладно, это говорят историки. Петр I решил изменить привычный русский похоронный обряд. Примем это пока на веру. Но круче всех в этом плане были древние египтяне. Вот кто не экономил на строительстве склепов для своих руководителей. Как говорят, приятно глазам смотреть. Еще бы и таблички красивые были прибиты, чтобы знать, кто где лежит, а то приходится экскурсовода с собой таскать. Есть еще подобные склепы, только в 2 раза больше. В Китае. Великая Белая пирамида. Она ровно в 2 раза больше пирамиды Хеопса. В ней тоже лежит какой-то китайский император, но стеснительные китайцы не хотят этим хвастаться, никого к ней не пускают и засаживают пирамиду всякой растительностью, чтобы ее из космоса не было видно. И правильно делают. Мы же на могилы своих родственников экскурсии не таскаем. В общем, какой вывод можно сделать из вышесказанного? Большинство всех историков и ученых мира держат нас за идиотов, рассказывая нам, что все эти грандиозные постройки были сделаны исключительно из предпочтений по сохранению тех или иных личностей. Что, экономика целых государств долгое время работала только на строительстве склепов? Типа благодарные потомки так решили. Вспомните, сколько всяких грандиозных соборов по всему миру. Одни для складирования трупов, останков, другие в честь великого усопшего. А некоторых святых по кусочкам растаскивали, чтобы побольше соборов построить и эти кусочки туда положить. Нет, ну правда, мы же как-то это в свое время проглотили. И ведь практически везде саркофаги из гранита. Фабрики по их производству, что ли, были по всему миру? Ну и опять на первом месте древние египтяне. У них и саркофагов побольше, и с выдумкой все в порядке. Однако главное, что поражает – саркофаги, изготовленные из целой глыбы гранита. Изготовить подобный гранитный ящик из цельных глыб на современном оборудовании невозможно. Что делать, если размеры саркофага больше, чем размеры прохода, ведущие во внутренние помещения пирамиды? Правильно, ставим саркофаг, а вокруг возводим пирамиду. Или мы чего-то не понимаем? В этом году ребята из My Techno Lab слазили в египетские пирамиды с приборами и обнаружили, что в пирамиде Хеопса частота резонанса 94 Гц, а у соседней пирамиды Кефрена 282 Гц, что ровно в 3 раза больше, чем у пирамиды Хеопса. Можно, конечно, подумать, что строители пирамид специально так сделали, чтобы стоящие рядом пирамиды не мешали друг другу своими частотами. Но историки считают, что это чистая случайность, мол, рабы сверлили дырки в массиве гранитной скалы, потом забивали туда деревянные клинышки и поливали их водой, которые, разбухая, отламывали многотонные куски. Потом рабы весело с песнями катили по бревнышкам эти многотонные глыбы и устанавливали их на свое место.
Может, еще надсмотрщики напортачили и не получилось сложить пирамиды с одинаковой частотой. Вот что у толпы рабов и их надсмотрщиков получилось в результате. Это внутреннее строение пирамиды. В центре помещение, похожее на домик, в котором стоит, кто бы подумал, саркофаг с останками фараона. Правда, в большинстве найденных саркофагах не нашли ничего. Но историки бубнят, что это не важно, ведь никому не придет в голову строить такое грандиозное сооружение и ставить туда гранитный саркофаг, вырубленный из цельного куска камня, с другой целью, кроме как положить туда останки великого фараона. Но если послушать профессионалов своего дела, а не профанов от истории, то вырисовывается другая картина. Радиоинженер Яшкардин Владимир Леонидович предложил другую, отличную от общепринятой исторической, теорию. Помещение под саркофаг – это камера активного резонансного усилителя, а сам саркофаг – это резонатор, он же камертон. Где крышка саркофага – это резонатор, а сам саркофаг – это резонаторный ящик. Кому первому пришла идея положить труп в резонаторный ящик, который будет работать как надо, только абсолютно пустым, история умалчивает. Запуск пирамиды как генератора инфразвука происходит следующим способом. Ветер, попадая на внешнюю плоскость пирамиды, они же мембраны, создает звуковую волну очень низкой частоты. Звуковая волна по открытым каналам попадает в камеру активного резонансного усилителя, и этой волны достаточно для возбуждения камертона саркофага на своей частоте. Затем через каналы обратной связи камера активного резонансного усилителя замыкается сама на себя, что приводит к увеличению частоты кратной частоте камертона. Когда наступает авторезонанс, пирамида выходит на рабочую мощность и начинает излучать инфразвук частотой 9-16 Гц. Свойства инфразвука таковы, что для него не существует препятствий и не важно расстояние. Он распространяется по планете со скоростью 1500-5500 метров в секунду. Он легко проникает в воду, поэтому его можно использовать для связи с подводными объектами в любой точке океана. Разные страны мира вели исследования в этом направлении. Даже киты могут разговаривать друг с другом на расстоянии 1300 километров. Но инфразвук – это не только связь, но и энергия, которую можно передать в любую точку мира. Чтобы его получить, нужен приемник, и такие приемники есть. Продолжим похоронную тематику историков. Встречайте! Гробница Атрея, он же инфразвуковой приемник на частоту 12,25 Гц. Никаких гробниц здесь никто не находил. Вид этого устройства сверху выглядит как камертон с купольной камерой диаметром 14 метров, что идеально подходит для волны 12,25 Гц. Есть у нас и такая могила-приемник – гробница Митридата. Естественно, тоже приемник инфразвука на 12,25 Гц. Заметили, какое внутреннее строение? А вот схема профиля антенн для модулированных сигналов. Правда похоже? Вот его вид сверху. И опять камертон. Вибраторы камертона не были замкнуты. Но после реставрации 1865 года археологи сверху достроили свод, чтобы это больше было похоже на коридор, ведущий в усыпальницу. Они художники, они так видят. Вот купол приемника изнутри. Конструкция купола позволяет принимать сигналы на 12 различных частотах. Помимо прочего, есть еще обелиски, которые стоят по всему миру в честь различных событий и разных великих победителей. В принципе, этот фаллический символ в большинстве случаев в художественном исполнении так себе. Больше мороки с изготовлением, доставкой и последующей установкой. Но как стержневой широкополосный резонатор – это то, что нужно. Он создавал мощное инфразвуковое поле вокруг себя, получая энергию от мощного источника. Как видим, вокруг обелиска находятся приемные катушки-колоннады, которые принимают энергию от обелиска и передают ее дальше по городу. И заметьте, если есть антенна-обелиск, то всегда есть приемник – Эйфелева башня в Париже. А это возле нее. Не забудем про различные храмы и соборы, в которых всегда кто-то лежит. Но работа этих сооружений
заключалась в сборе атмосферного электричества, а также они служили входами в древнее метро, которое обеспечивали энергией. Все эти церкви стояли на месте современных входов в метро в Москве. Вы думаете, что похоронный список закончился? Как бы не так. Монастырь Санта-Мария-де-Витория в Баталья, Португалия. Конечно, здесь похоронено 6 королей, а теперь здесь национальный музей. Но вид сверху показывает, что это магнетрон. Вот как выглядит в разрезе круговой медный анод магнетрона обычной микроволновки. А вот так выглядит зал. Магнетрон – это широко распространенное устройство, основной компонент микроволновой печи, который генерирует очень мощное электромагнитное поле, способное плавить провода, взорвать яйцо, зажечь лампу на расстоянии. Для магнетрона основной и принципиальной частью является громадный круговой анод, в котором сделаны обычно 6 или более полых резонаторов, расположенных по кругу. Число резонаторов обязательно должно быть четным. Благодаря этому образуется так называемая стоячая волна, то есть создается резонанс, что и приводит к огромному выплеску энергии. Тесла в своих опытах также добивался стоячих волн и резонанса. Он не раз говорил, что применение устройств без резонанса – это лишний расход энергии. Далее от магнетрона на одном уровне идет длинный зал с колоннами, который выровнен по оси с генератором звука, представляя собой направленную антенну для излучения сгенерированных колебаний. Принципиально он ничем не отличается от обычной антенны. Скорее всего, генерировались этим монастырем звуковые колебания, точнее инфразвук. Более сложный магнетрон, коаксильный, можно наблюдать на плане главной твердыни португальских тамплиеров в монастыре Ордена Христа в городе Томар. Здесь внешний круг резонаторов генерирует энергию и передает ее внутреннему кругу колонн. Мы видим, что существовала единая энергетическая планетарная система, что позволяло той цивилизации просто купаться в энергии, не заморачиваясь о величине энергетических затрат при производстве, строительстве или использовании транспорта. Те люди имели великолепные знания акустики, понимали природу волновых процессов передачи энергии, умели делать звуковые, вибрационные генераторы на энергии ветровых потоков, понимали, что такое вибратор, рефлектор, резонатор, отражатель и так далее. Могли собрать энергию атмосферы, так называемое атмосферное электричество, пользовались инфразвуковой энергией действующих вулканов, умели развертывать, синхронизировать и свертывать информацию, передавая ее в любую точку Земли. Не забудем про крепости звезды. Там, конечно, никого не хоронили, поэтому историки придумали, что их строили для защиты от нападения. Но эти якобы крепости, помимо других функций, производили огромное количество энергии. Поэтому той цивилизации не приходилось экономить на энергоресурсах при строительстве, передвижении, освещении, производстве качественных товаров и так далее. При этом они не портили природу атомными электростанциями, гидроэлектростанциями, из-за которых гибнут реки. Не сбрасывали канализацию в ту воду, которую потом пили и мылись ею. Не нужно было портить атмосферу, сжигая продукты нефти. Ту природу, которая осталась нам после них, мы стремительно уничтожаем. При этом снисходительно смотрим назад, ухмыляясь над темными веками, где люди, которые, по мнению историков, были дремучими невеждами, обладали технологиями, которые мы даже постигнуть не можем. Всем удачи!